Привет, Нойзер, вы смотрите Psychonaut 4. Поехали. Разговор о том, насколько скоро будет закончен весь процесс над работой альбома, это очень, так сказать, рано говорить об этом, потому что с самого начала над процессом записи этого альбома еще висит это в воздухе. Исходя из нашего образа жизни, я думаю, мы как-нибудь соберемся все-таки после всех туров зимних и после даже этого концерта мы как-нибудь все это воплотим в общую идею. То есть как бы вещи уже есть для альбома, то есть композиций уже их настолько много, что там даже не на один альбом, там как всегда у нас, то есть вещей настолько много, идей настолько много, что просто это надо всех уместить в одну общую идею. То есть эта идея, что не анонимный клуб людей, находящих на грани. Я сам не знаю, как этот альбом будет звучать на самом деле. Я знаю, как он звучит у меня в голове. Да. Я знаю, как он звучит у меня в голове, и это звучит настолько классно, это звучит настолько ново и свежо, что это даже не в рамках понятия того, что это black metal, это или не black metal, это... Не. Это... Black metal уже не существует. Знаешь почему? Нет, black metal существует. Ну да. Да. У нас. Знаешь почему? Потому что мы создали 3 альбома, да? А сейчас этот альбом, я думаю, что этот альбом у нас выйдет другой. Я так думаю. Также я абсолютно согласен, потому что это трилогия, вот это нетрезвая трилогия, которая мы... Нетрезвая трилогия. Нетрезвая трилогия, которую мы продолжали на всем протяжении этих лет. Она закончилась, все, этот период закончился буквально вчера. Для меня закончился самый мой большой период, мой самый болезненный период. То есть буквально вчера скончалась моя мама. Это для меня очень тяжелый день. То есть вчера скончалась моя мама, сегодня уже в Киеве на концерте. Я сам не знаю даже, как меня вести, как себя вести, то есть очень сложно это все это, но... И как раз на самом деле этот альбом, он рассказывает об этих людях, о людях, находящих на грани, потому что это будет очень другой альбом. Он будет опять такой же личностный, как и все остальные, но он будет немного менее эмоциональный. Он будет более осмысленный в плане того, что уже мы дошли до того, что эмоции закончились. Я устал. Я настолько устал от выражения своих эмоций, что я уже собираюсь рассказать об этом в более философском плане. Я уже столько всего рассказал, настолько об эмоциональном плане того, что я чувствую, что я думаю, уже надо рассказать о том, что когда я это все уже подавил в себе, надо просто это выпустить из себя на более плавном уровне, на более уровне о том, что общественность это более поймет. Потому что те альбомы, они были поняты и понимаются до сих пор только теми людьми, которые находятся на грани. Они должны спуститься с этой грани немножко к нашему новому альбому. Конечно, были. Мы решали этот вопрос, но сразу нет, конечно, был, потому что метал-музыка для меня и эта группа для меня значит намного больше, чем я сам себе. Это моя группа, это не только музыка, я не только играю здесь ради того, что я просто музыкант. Я с этими людьми, вот он и еще несколько человек, которые в моей группе, мы играем не для того, чтобы просто играть музыку, чтобы просто развлекаться. Мы, правда, себя поддерживаем друг друга. И это не развлечение. Это правда акт терапии. Это не развлечение. Если бы я остался там, да, все было бы, конечно, было бы правильно в плане моем
ведения как гражданина, в плане ведения как сына и все такое, но эта группа и эта музыка значит для меня настолько много, что я просто перешагнул все рамки морали. Я перешагнул через гроб своей матери и приехал сюда, потому что мне это надо. Если я не делаю это, я просто сам себя убью. Просто я не могу без этого. Конечно, всегда. У нас респонс на Facebook максимум 15 минут. Мы сидим, я, он, наш басист Алекс, мы сидим на Фейсбуке, и ребята нам пишут, что ваша музыка нам помогла, ваша музыка там сыграла такую роль в нашей жизни, что, короче, не знаю, я могу так и славу, что так произошло, так произошло. И мы просто мы дорожим этими песнями, потому что эти песни помогают другим, как нам помогают, другим тоже помогают. Мы просто говорю, мы уживаемся с друг другом настолько. Мы как музыканты и как наши, я не люблю слово фанаты, но Наш слушатель. Пациенты. Да, пациенты. Вот. Мы и наши пациенты, мы вот так Уживаемся настолько близко, что у нас нет четкого различия настолько, что это наш слушатель или это мы, то мы принимаем в своем доме абсолютно всех, просто мы иногда просто берем, печатаем на своей странице, что мы находимся в этом городе, и наш адрес такой-то, такой-то. Приходите, любой, кто хотите, в нашу квартиру, и можете петь с нами, не знаю, говорить с нами, рассказать свои истории, мы рассказываем свои истории. Мы не те люди, которые считаем, что мы группой должны как бы дистанционироваться от своих слушателей. Мы, наоборот, сказать того, что мы хотим, чтобы мы очень тесно общались с ними. Нет, мы не хотим, мы чувствуем обязанность того, что если мы начали это дело, чтобы людей призвать к свету, как к свету. Нет. Сложно говорить это все в этом метал-мире, потому что люди принимают это все очень как бы сложно. На самом деле, если подумать очень глубоко, было бы для меня очень тяжело, если бы кто-то под влиянием моих текстов и моей музыки, и моей музыкальной деятельности сделал бы что-то плохое со своим здоровьем, телом, жизнью, со своей семьей или что-то такое дальше. Да. Только под влиянием моей музыки. Нет, моя жизнь – это моя жизнь. Вот. Позвольте. Я рассказываю. Только и дело. Вот. Принимай тексты, что он говорит в своих текстах, это его жизнь. Да, наша музыка – это вот наша музыка. Это наши тексты, наша музыка, это как, не знаю, как это переводить на русском. Но какая разница? Как масло и хлеб. Пусть все ведут свою жизнь. Пусть все... На самом деле я не хочу сказать, что я хочу помочь кому-то в том, что я чувствую особую ответственность в том, что в жизни каждого нет. Я не чувствую особой ответственности. Я хочу, чтобы все взяли ответственность за свою жизнь. Да. Не надо кого-то, винить в конце концов. Ты просто проснись в один день и пойми, что никто ни в чем не виноват. Все, это все прошло, ты сам ответственен за свою жизнь, если ты, конечно. Вот так.
Вот в этом идет весь спор. Что я хочу, чтобы обложку... То есть у нас есть очень классная идея обложки. Я сейчас вам Погоди, расскажу, как давай. это было. Давай. Давай, погоди, не будем рассказывать все секреты. Короче, вот Эсди Рамирес, он нашел... Не то, что нашел. Не, ты скажи, что ты придумал, потом, что я... Да. Короче, сказать прям имя, да, уже? Не. Ну, короче, я на один раз просто проснулся, и у меня сразу в голове уже есть название следующего альбома. На самом деле, что альбом «Неврастение», он еще не закончен. А у меня же есть название и вся идея следующего альбома. И буквально через день он мне присылает фотографию, что это должна быть обложка следующего альбома. Это очень классная фотография. Ну, я не согласен в том, я думал, было бы круто, чтобы если бы взял бы эту фотографию Максиме Такарди и обрисовал его в своем хоррор-жанре. Она была бы очень круто, но 5 человек против, 1 за, это как бы... Сотрудничество началось вот так. Я смотрел мерч в интернете. Я хотел выписать майку Drowning Delight. Есть такая группа, австралийская, если я не ошибаюсь. Да, австралийский One Man Project. И арт, который был на майке, я сказал, вау, этот арт, ну, просто. Я зашел, кто этот арт рисовал, и тогда этот арт был на диске этого альбома. Это чувак нарисовал. Это оказался Максиме Такарди. Я сразу ему написал, что Максим... Да, Максиме Такарди, я, просто, прихуй твое видение этого жанра. Мне настолько понравилось твое мастерство, твоя рука, как ты это все выражаешь. Что я хочу, чтобы ты что-нибудь сделал для моей группы. Он говорит, да, базар нет, там, давай, что вы играете. Я говорю, мы играем там, Suicidal, Black Metal, тролливали. На 100% я вдохновлюсь Есениным. То есть другие поэты, я думаю, Есенин, если он был бы в наше время, он играл бы психонавту. Да. Если он был бы в наше время, он играл бы психонавту. Плюсы английского языка — это общение с тем, с остальным миром. То есть мы не общаемся же только с русскоговорящим миром. У нас есть много слушателей, которые живут не только за морем, а живут за океаном, и которые испытывают те же самые проблемы, что испытываем мы, но они абсолютно не говорят на русском. То есть английский — это универсальный язык общения со всем миром. То есть игнорирование английского языка было бы очень неправильно. И на самом деле, я думаю, в новом альбоме, в новом следующем альбоме процент русскоязычных текстов будет сведен до минимума. Потому что не в том, что русскоязычный народ, он уже получил свое исцеление. Нет, потому что те люди, которые мы слишком долго игнорировали, тех людей, которые живут за океаном и за морем, они тоже должны получить порцию своего, не знаю, хорошего вкуса. Как раз западные люди, они умеют говорить о своих проблемах. А те люди, которые живут не то чтобы в нашем регионе, я хотел бы сказать, люди больше нашего образа жизни в той стране, в которой мы живем, они как раз не любят говорить о своих проблемах. Это те люди, которые всегда стараются оказаться сильными в том моменте, когда они самые слабые. Ты прав.
Ну, Могу- Depression. могу сказать Наши точно. братья. Дым на лот вообще не помню. Потому что я был очень готов. Nocturnal Depression я помню, потому что я пришел на запись трезвый. Вот вы знаете, буквально никогда, ни разу ни одна группа мне не высказывала каких-то пожеланий, даже по таймингу. То есть вот типа есть момент вот с начала и до середины песни, там ты можешь петь, что хочешь. И иногда даже текст не присылают. Просто ты говоришь, что хочешь, то и пой. Я сам пишу тексты и все такое. Ну, Deathspell Omega, Pest Noir. Конечно же, ну, очень... Она подготовилась. Подготовленная она. подготовлены. Будем зато, короче. Мы добыли, а мы не тебе. И конечно, очень много групп из... Не очень много, но из Prenory Tresorcre, из Les Legios Noirs. Также мне очень нравится... Нравится? Мне Металлика нравится. Не, И французский Мегадес. Black Metal. Годжира мне нравится. Black Metal. Я Black Metal, зачем? Black Metal, Блин, ну, конечно. Вот буквально в прошлом году, или в этом году, или в прошлом году. Не, сами тлецы. Бурштейн или Бурштейн, не знаю, как эта группа называется, она настолько классная. Алекс, помнишь? Бурштейн. Это такой классный драйвовый альбом, что я такого, в принципе, не слушал лет, наверное, 3. Очень драйвовый, очень классно записанный и настолько, я думаю... Приехали. Мы завтра сыграем эту песню. Эта песня называется Total Leaning to Madness. И... Полная склонность к безумию. Да, Total Leaning to Madness. That's what I said. Как залеха мугита. Ори харбос. Ага, махсус. Да. Total Leaning to Madness is the song that's written about Ukrainian fans. And we're not going to play that song, but as long as we're in Ukraine, we're playing that song. I'm so drunk, I'm going to pass out right now. Но это не промоутер же, блин. Не, вот у меня. Мы подрались, короче, в Рославе. Как подрались. Какими-то чуваками, не знаю, ну... Я маму. Я не знаю, может, они были... Я думаю, скорее всего, были... Короче, в Рославе всех я маму, кроме тех, кто с нами не подрались. It's how intended to do. Мы замкнули. DSBM это априори жанр, который не может быть популярным. Это... Вообще, чем статусируют
Это статус, который написали вот его руки в ночь, новогоднюю ночь. Они подтверждают смысл того, что DSBM никогда не может получить шанс, чтобы стать популярным жанром, потому что настолько музыка, она настолько неформальная, вот настолько она антисоциальная, что найти единомышленников в слушании этой музыки настолько сложно, что некоторым даже иногда бывает трудно осознать то, что они любят DSBM. Это очень сложно для... На самом деле, вот если кто-то слушает DSBM, ему хуёво. Да, то есть это... А мы хотим, чтобы... Блин, я не хочу просто... Я хочу просто, чтобы они взяли ответственность за свою жизнь. Короче, я не их доктор, в конце концов. Ну, я уже... На самом деле. Мне самому... Спасибо вам большое, парни. Это было нечто. Извиняюсь. Я не помню, что... Интервью. Да, Ау! А у вас тайминг? Ну, если... Встань? Да не. Встань. Тайминг. Извиняюсь. Alcoholism. 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 Alcoholism.